Привет, друзья! Я Саша. Добро пожаловать на мой кулинарный канал Cooking Time. Сегодня один из самых желанных и самых долгожданных рецептов. Будем печь паштелочки, или паштелечки, или паштейш доната, или паштел доната, называйте как хотите. Вкуснейшие маленькие пироженки, которые мы с Лешей с таким удовольствием уплетали в нашей португальской поездке и обещали поделиться рецептом, которым с нами поделилась Лешина коллега, португалка, поэтому все по-настоящему. И, как оказалось, все совсем не сложно. Ну, не тыц-пыц, но почти, где-то рядом. В общем, следите за руками. Поехали! Берем большую чашу для смешивания, засыпаем туда муку хорошего качества, добавляем немного морской соли и прохладную воду. Не холодную, не теплую, слегка прохладную. Сегодня не помешает фартук, чтобы не угваздаться в муке. Берем ложку деревянную, лопатку и начинаем все там в чаше смешивать. Тесто достаточно быстро начнет собираться вместе, и когда в чаше образуется уже такой один комок теста, перекладываем его на столешницу и начинаем тесто месить. Как всегда, сначала оно будет достаточно липким, боремся здесь с желанием добавить больше муки, просто продолжаем тщательно его месить. Похлопывая, поколачивая об столешницу, нежно и любя. Все то же самое можно, конечно, сделать с помощью миксера, используя насадку хлебный крюк, вымесить гладкое эластичное тесто, но мне нравится работать с тестом руками. Кроме того, это позволяет передать тесту хорошее настроение, чтобы все получилось еще вкуснее. Нужно вымесить до гладкого, эластичного, мягкого, но упругого теста. И в результате получается вот такое совсем не липкое, эластичное, хорошо растягивающееся. Вот видите, можно прям до тонкого, до глютенового окна практически растянуть. Руками ушло где-то минут 7-8. Берем скалку и подраскатываем тесто в квадрат размером где-то 15 на 15 сантиметров. Можно оставить просто лепешкой, но с квадратом будет проще работать дальше. Закрываем пленкой со всех сторон и оставляем при комнатной температуре отдохнуть минут 20-25. Для следующего этапа понадобится сливочное масло. Его необходимо достать из холодильника сильно заранее, оно должно быть прям мягким-мягким, комнатной температуры. Удобнее сразу разделить масло на 3 порции. В описании в количествах я укажу, в каком соотношении лучше это сделать. Присыпаем столешницу мукой, хорошенько припудриваем. Это вам. Выкладываем на столешницу квадрат теста. Сверху теста тоже присыпаем мукой, излишки стряхивая. Берем скалку и раскатываем тесто в квадрат большего размера. Со сторонами где-то 40-44 сантиметра. Торопиться некуда. Делаем все аккуратно, стараясь не создавать лишних складок. Должен быть именно квадрат, поэтому подтягиваем уголки. Получается такой тонкий пласт теста 44 на 44. И теперь 2/3 получившегося квадрата нужно покрыть размягченным сливочным маслом. Лопаткой я масло распределяю по пласту плюс-минус равными порциями по 2/3 пласта теста. И затем этой же лопаткой распределяю масло ровным тонким слоем. При этом сохраняйте отступы от краев где-то в 2,5 сантиметра. Распределив масло тонким слоем, аккуратно берем чистую треть теста и складываем ее на среднюю треть, промазанную маслом. Нежно ладошкой там все разравниваем и заодно стараемся выгнать пузыри воздуха. И также аккуратно накрываем оставшейся третью, разравниваем все и, похлопывая, выгоняем пузырьки воздуха. Припечатываем скалкой с краев и немного выравниваем края с помощью ножа для пиццы. Аккуратно переносим тесто на какую-нибудь подложку или доску, на пленку. Пленкой же накрываем и убираем в холодильник минут на 10, слегка отдохнуть и охладиться. Снова присыпаем столешницу мукой, выкладываем тесто длинной стороной и швом к себе. Сверху присыпаем мукой, излишки стряхиваем и снова раскатываем, на этот раз в тонкий прямоугольник. Если опять же тесто раскатывается плохо, дайте ему еще немного отдохнуть, вот прям так при комнатной температуре, но накройте пленкой. Тесто раскатываем аккуратно, стараясь ничего не порвать. Снова берем масло и распределяем по 2/3 теста, точно так же отступая где-то по 2,5 сантиметра
от краев. Накрываем чистой третью тесто, похлопываем ладошкой, выгоняя пузырьки воздуха. И сверху еще одной третью. Накрываем, разравниваем, заворачиваем тесто в пленку и убираем в холодильник на 30 минут. И впереди финальная раскатка. Столешницу снова присыпаем мукой. Выкладываем тесто швом к себе. Тоже присыпаем мукой, излишки стряхиваем. Снова скалка. И аккуратно раскатываем тесто в тонкий квадрат или большой прямоугольник. При необходимости подсыпаем муки, чтобы ничего ни в коем случае не прилипло. В идеале одна сторона должна получиться 44 сантиметра. Но там уж как получится. Главное, делайте все аккуратно, чтобы тонкие слои теста не порвались. У меня 44 сантиметра. Ну, в смысле, тесто, квадрат. 44 на 44 сантиметра. Ножом для пиццы подрезаем края, делая квадрат максимально ровным. И у нас осталась еще треть масла. Самая большая треть. Опять же, смотрите, там количество внизу в описании. Эту треть распределяем уже по всей поверхности, по всему пласту теста, не оставляя никаких отступов от краев. Все промазываем маслом. С помощью лопатки распределяем масло по всей поверхности теста тонким ровным слоем. И теперь вот этот вот пласт, промазанный маслом, необходимо скатать плотным рулетом. Аккуратно, не торопясь. Как я сказал, сворачиваю максимально плотно, при этом стараясь не рвать нежные слои теста. Если где-то на тесте осталось слишком много муки, аккуратно ее стряхиваем, убираем. Лишняя мука здесь уже не нужна. Так как у меня квадрат, в моем случае нет разницы, с какой стороны начинать катать. Если у вас получился прямоугольник с одной длинной стороны, начинайте катать с длинной стороны. Прищипываем шов и сразу на шов же переворачиваем, чтобы он оказался внизу. Разрезаем ровно пополам, упаковываем в пищевую пленку, плотно тоже, и швом вниз, где шов? Где шов-то? И швом вниз складываем в холодильник минимум на ночь. Можно приготовить тесто за сутки. Можно вообще на несколько дней оставить в холодильнике, приготовить сильно заранее. А можете, например, одну часть использовать завтра, а одну часть положить в морозилку и использовать, ну, когда вам уже там захочется паштелочек. Также заранее можно приготовить кастард, нежный крем, начинку, которая заполняет паштышечки, паштелочки. И вот здесь вот все как раз тыц-пыц и готово. Ну, то есть очень просто. Берем чашу для смешивания среднего размера, добавляем туда муку. К муке добавляем немного молока, где-то четверть всего количества. И с помощью венчика муку с молоком смешиваем в однородную пасту. Оставшееся молоко заливаем в небольшой ковш, сотейник, маленькую кастрюлю. Здесь у меня стручки ванили. Нужен один стручок. Можно использовать ванильный экстракт или ванильную пасту, но со стручком получится гораздо вкуснее. Разрезаем стручок пополам. Ножом вот так вот в одно движение выскребаем из половинок семена. Добавляем их в молоко. И туда же в молоко сам стручок. Ставим на средний огонь. Потихоньку помешивая, доводим до кипения, но кипеть не даем. Тонкой струйкой добавляем горячее молоко в чашу, тщательно работая при этом венчиком. И стручок туда же, пока пусть там полежит и продолжит отдавать свои ароматы. Сотейник, ковш ополаскиваем, добавляем туда воду, сахар и палочку корицы. Чтобы она еще лучше отдала свой аромат в сиропе, ее можно немного поломать. И снова ставим на средний огонь и, растворяя сахар, доводим до кипения. Также периодически помешивая, чтобы ничего не пристало ни к дну, ни к стенкам. Горячий сироп тонкой струйкой также вливаем в чашу, не переставая работать венчиком. Палочку корицы тоже в чашу. Пока это все слегка подостынет, необходимо отделить белки от желтков, потому что для рецепта нам понадобятся только желтки. Белки потом можно пустить на какой-нибудь другой рецепт, приготовить в конце концов меренги или вкусный белковый омлет. Если хотите, как-нибудь поделюсь рецептом. Пока все отделили, масса в чашу перестала быть обжигающе горячей. Она не должна быть очень горячей, чтобы желтки сразу не сварились. Дайте ей подостыть. Разбиваем желтки венчиком и также тщательно работая венчиком, вводим их в чашу. Чтобы крем-начинка получилась максимально однородной и нежной, пропускаем пару раз через сито, там же сразу оставляя корицу и стручок ванили. Нужно дать как следует охладиться, накрываем пленкой до контакта, даем остыть при комнатной температуре, а затем убираем в холодильник полностью охладиться. Ну, буквально на часок
1,5. Как я сказал, можно приготовить заранее вместе с тестом и оставить до следующего дня. Но кое-кто оказался предусмотрительным и приготовил, я оказался предусмотрительным и приготовил заранее еще одну порцию теста, которая со вчерашнего дня ожидала меня в холодильнике и уже как следует охладилась, отдохнула. И смесь для начинки я тоже приготовил заранее, тоже стояла в холодильнике со вчерашнего дня. Можно без промедления, без ожидания готовить паштелечки, паштейшечки, в общем, да. Сразу по формочкам. Можно использовать вот такую вот обычную форму для маффинов. Или же закажите специальные формочки для выпекания паштейш де ната. Это очень удобно, размещать там тесто. Или они, видите, не сильно глубокие. Я рекомендую попробовать поискать и заказать. Я заказывал здесь у нас на Амазоне без всяких проблем. Также я буду использовать противень и решетку. Духовку сразу разогреваем до 550 градусов Фаренгейта, 280 градусов Цельсия. То есть прямо она должна быть хорошенько так раскочегарена. Если до такой температуры ваша духовка не разогревается, ну разогревайте до максимальной. Но она прям должна вот по полной кочегарить. Охлажденную смесь для начинки, будущий крем, хорошо перемешиваем венчиком и переливаем в какую-нибудь емкость с носиком. Так будет проще ее использовать. И также понадобится небольшая чаша, емкость с очень холодной водой. Каждую формочку я смазываю тонким слоем сливочного масла. Разворачиваем охлажденный рулетик теста. Слегка подрезаем с краев. И здесь уже на срезе видно, какое там все слоистое и прекрасное. И острым ножом нарезаем рулет сегментами, кусочками, толщиной где-то 17-18 мм. Если используете формочки для маффинов, то кусочки, сегменты должны быть больше, так как формочки поглубже, и тесто понадобится больше. И отрезанный сегмент сразу помещаем в формочку срезом вниз. Вот таким вот образом. Обычно из одного маленького рулетика у меня получается 10-11, максимум 12 вот таких вот сегментов. Если тесто очень холодное, прям вот жесткое, то формочкам вместе с тестом можно дать постоять минут 10-15, чтобы тесто немного отдохнуло и отошло. И теперь последнее ответственное дело. Смачиваем большой палец в холодной воде, прижимаем большим пальцем тесто к основанию формочки и двумя большими пальцами растягиваем по бортикам. Слегка, буквально на 2-3 мм, выходя выше этих самых бортиков. Вот как-то так получается. И еще раз. Большим пальцем прижимаем тесто к дну и двумя большими пальцами растягиваем тесто по бортикам. Не торопитесь, формочки и тесто никуда не убегут. Старайтесь делать все аккуратно. Стараясь тесто не рвать, чтобы там внутри не образовывалось дырочек, иначе начинка протечет. И все это сгорит и прилипнет к формочке. И с каждой формочкой все будет получаться лучше, быстрее. Формочки с тестом внутри сразу размещаем на решетке. Предварительно еще раз венчиком перемешав, заполняем тесто, заполняем формочки смесью для начинки, для крема. Где-то на 3/4, чуть-чуть не доходя до края, в общем. Очень-очень аккуратно, практически не дыша, ставим в духовку, уже разогретую до 550 градусов Фаренгейта, 280 градусов Цельсия. Ставим на средний уровень и выпекаем где-то минут 15, чтобы это все хорошенько там сверху подрумянилось. В конце можете даже подключить какой-нибудь гриль, если есть. В общем, это все должно хорошо подрумяниться, но ни в коем случае не должно сгореть. Ну, подрумяниться должно прям хорошо. Вот почти должно прям сгореть, но не сгореть. Следите, в общем. Рецепт вроде несложный, но я прям упахался, пока все это снимал. Пожалуйста, с вас лайк. Фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу. Как пахнет. Просто нереально, как в португальской пекарне. Теперь этой красоте слегка даем отдохнуть в формочках, затем из формочек извлекаем и оставляем подостыть на какой-нибудь решетке. И хороши паштелочки, паштейши и в теплом виде, и в остывшем виде, и в холодном виде. Традиционно можно сверху присыпать немного корицы, сахарной пудрой. Солнечная, ароматная, невероятно аппетитная красота. Пахнет просто нереально. И вообще вокруг, везде, в доме пахнет нереально. Все мы сходим с ума от ароматов, мы, включая кошек. Здесь прям такой узор получился. И видно, что оно прям слоистое. И в руках оно прям похрустывает вот этими своими слоинками. Но вы же понимаете, что дать полностью остыть — это просто преступление.
Вы слышите? Во! Слоинки прям отваливаются. Вы слышите этот хруст? Это что-то невероятное. Посмотрите, какая там красота. Очень нежная основа, хрустящая. Посмотрите, посмотрите. И невероятно нежный крем с ванилью, корицей. Это просто... Это невероятно вкусно. Я, кстати, люблю без сахарной пудры, без корицы, просто так. Те, кто смотрели наше португальское путешествие, знают, что мы перепробовали очень много паштелочек, паштеш де ната. И вот я вам скажу, что вот эти, ну, если не вкуснее, то точно такие же, как в самом-самом вкусном месте. Но, кроме того, приготовленные своими руками, от этого все-таки становится, да, вкуснее. Вот это, я понимаю, сплошная бригада. А пахнет. А хрустит как? Прям даже слышно, да? Какая вкусная тища. Нежный крем. Прекрасно запеченный, прекрасно тесто хрустящее. Всем срочно надо. Ну что там всем? Мне. Список всех ингредиентов вы, как всегда, сможете найти в описании под видео и в прикрепленном комментарии. Я под видео жду ваши лайки. Пожалуйста, не скупитесь, ставьте побольше, это важно, поддерживайте видео и канал. Пишите комментарии обязательно, делитесь впечатлениями, идеи подкидывайте. И не забывайте подписываться на канал, если этого еще не сделали. Ну и друзей сюда зовите, друзей, знакомых, близких, родных, чтобы нас здесь было больше, тогда рецепты будут выходить еще чаще. Всем желаю отличного настроения, до новой скорой встречи, пока-пока.